Сегодня говорим с вами о кредитах как в форме зависимости, об импульсивных покупках как в форме зависимости. Всем привет, меня зовут Григорьева Анжелика, я эксперт по личным финансам, тренер по нейроинтеграции, коуч, и мой канал посвящен тому, как вести свои личные финансы, как наводить порядок в деньгах, в делах. И сегодня я решила затронуть именно эту тему, потому что в последнее время так получилось, что среди моих клиентских случаев очень часто начали вот такие кейсы появляться, когда мы начали говорить именно о закредитованности, как о форме зависимости. И так получилось, что 3 дня подряд я говорила одно и то же, поняла, что это очень хорошая тема для того, чтобы осветить ее на широкую публику, поделиться теми инструментами, которые у меня есть, как у коуча, которые могут абсолютно точно помочь либо вам, либо вашим близким, которые вы понимаете, что тоже страдают от такой зависимости, к сожалению. Обязательно пересылайте им мое видео, оно обязательно как минимум даст такой, вы знаете, стартовый буст для того, чтобы двигаться в правильном, конструктивном движении. Но давайте для начала в целом разберемся, как проявляется зависимость от покупок, как мы можем понять, что да, действительно, это зависимость. Есть разные факторы, давайте посмотрим. Это может звучать как: я просто листаю, я просто смотрю, ну вдруг что-то нужное найду. Здесь имеется в виду приложение в маркетплейсах. И вот если вы обратите внимание, что в последнее время они стали выглядеть даже как соцсети. То есть там внутри можно увидеть какие-то прямые эфиры, какие-то рекомендации, лично вам, что может пригодиться или понравиться. Можно зайти в профили некоторых пользователей, посмотреть, что они приобретали, какие отзывы они оставляли на эти товары. Можно ставить различные звездочки тем или иным отзывам. Люди стараются их писать структурированно, прикладывать какие-то фотографии, делать их действительно полезными. То есть появляются такие, знаете, вот дофаминовые крючки, которые как раз-таки у нас в соцсетях были предусмотрены, но теперь это все очень плавно перетекло именно в формат маркетплейсов. Хочется листать дальше, интересно, что еще нового я там могу, соответственно, увидеть. И что самое интересное, что мы, получается, даже иногда и не покупаем, но просто мы залипаем вот в этом процессе, в этом изучении, в смотрении вот этих новых товаров, того, что говорят об этих товарах, возможно, как делают распаковки какие-то, да, это все тоже туда же. И можем там часами просто выбирать, сравнивать, да, то есть мы же иногда, кто-то говорит, что ну, я как бы, извините, не просто так там, да, это все листаю, я изучаю, что вот этот товар столько стоит, этот по-другому, у этого такой вес, у этого другой, у этого такие есть характеристики, у этого другие. И в следующий раз, когда меня, например, спросят даже, да, о том, как выбрать, там, не знаю, какой-нибудь фен, я могу об этом рассказать, и про мощность его работы, и про то, там, от каких режимов, не знаю, там, электричества он работает, в каких режимах он сушит волосы, например, да, может быть, там какая-то есть ионизация и так далее. И могу там по моделям рассказать в такой ценовой, допустим, категории, в другой, в третьей и так далее. Но при этом, например, у меня может вообще не быть фена. И о чем это говорит? То есть, когда мы вот вроде бы не вредно проводим время, да, даже изучаем, но в это время что мы теряем? Самое главное, это 2 вещи. Первое, мы теряем на этом время. Давайте, да, будем честными, очень много времени на это уходит, и оно просто ускользает из нашей жизни, вернуть его уже не получится. И второе, это эмоции наши, то есть мы уходим от реальности, есть что-то в нашей реальности, что нам не нравится, что вызывает у нас много негативных эмоций, и чтобы их не проживать, чтобы не решать проблему того, что привело к тому, что я испытываю эту эмоцию, то, соответственно, я ухожу вот в это залипание, в это листание. И маркетплейсы, то есть это можно прямо уже сказать, что это форма ухода из личной жизни. И здесь как бы просто, да, вот на подумать, вы вот замечали за собой такое, что вот занимаетесь чем-то подобным, вот таким скроллингом маркетплейсов без цели,
Но давайте дальше. Теперь уже когда с целью, когда все-таки что-то приобретается. То есть это может звучать либо внутри в нашей голове, либо прям я вслух это даже, да, могу произносить, что я и так все тяну, я устала, я это заслужила. Могу я хоть как-то себя порадовать, да, или нет? То есть устала, значит, могу заказать себе платье или новую косметику. Раздражена, там с кем-то поругалась, например, с детьми, с мужем, можно заказать для себя маску. То есть внутреннее такое вот разрешение появляется на какое-то приобретение, на какую-то покупку. И в данном случае, то есть покупка сама по себе, она является вот таким способом отрегулировать вот эту эмоцию. То есть я устала, я не восстанавливаю, да, себя, я не восстанавливаю свой физический ресурс, свой ментальный ресурс, если я вдруг там стала, да, раздраженной, обиделась, например, на кого-то. И вместо того, чтобы решить причину этой обиды, поработать с ней, я просто иду и совершаю какую-то покупку, ту вещь, которую мне хотелось. Хотелось, мы тоже про это сегодня еще поговорим. То есть здесь это уже, знаете, вот говорит о том, что этот механизм, он работает как способ поднять свою самооценку, что я этого достойна, несмотря на то, что вот такое творится вокруг меня, и таким образом я проявляю любовь к себе. То есть вот просто задумайтесь, да, о том, что я покупаю вещью любовь к себе. И это, кстати, очень такой тонкий лед, мне хочется прямо об этом поговорить. У меня у самой 2 детей, у меня старшему сыну 9 лет, дочке 7 лет почти. И когда мы вот детям постоянно, да, как форму любви свою проявляем, что вот я там долго отдыхала, ну, пойду куплю игрушку какую-то ребенку, пусть хоть порадуется, да, что раз мамы рядом нет, но, значит, вот хотя бы там поиграет во что-то. И таким образом мы приучаем их с детства вот к такому шаблону, что любовь равно вещь. И я сейчас, конечно, приведу очень крайнюю форму негативных последствий такого, но вам просто станет это сразу же понятно. Женщина, которой муж очень негативно может проявлять там, своим поведением где-то какие-то моменты, может ее обижать, физически, например, насилие, да, к ней применять. Но потом он просто, причем она никогда не скажет, что он покупает таким образом ее любовь, и он, безусловно, это все бессознательно происходит, он ей покупает какую-то вещь дорогую, либо очень ценную, которую она давно хотела, либо везет ее, допустим, куда-то в путешествие, и вроде как сглаживается вот этот момент. Она чувствует, что, допустим, да, если ее с детства приучали к тому, что вот любовь равно вещь, игрушка в данном случае, да, для ребенка, для нее вот этот паттерн, он срабатывает, и она, соответственно, чувствует, что он проявляет ко мне любовь, у нас в отношениях все хорошо, я в них буду оставаться, это повторяется вновь и проигрывается снова и снова. Вот такой сценарий. Но здесь о чем говорится, да, то есть если, например, я как мама не хочу, чтобы мои дети проживали какие-то подобные сценарии, то есть я приучаю их к корректному проживанию любви, я дарю им свое время качественное, да, то есть никогда я с телефоном, сквозь телефон смотрю на своих детей, рядом с ними вроде как присутствую, но на самом деле я не понимаю, что происходит с ними, что им интересно, о чем они хотят поговорить, как они хотят поиграть, а именно сфокусированное время с ними, когда я нахожусь с ними в контексте и мыслями тоже не убегаю, да, где-то, а я играю с ними осознанно. То есть я слышу, что они говорят, я понимаю, что они говорят, могу поддержать с ними разговор и так далее. И я провожу время так, как они хотят, а не так, как считаю я правильным или как я хочу. Вот, и о чем еще хочется здесь сказать, что подобные механизмы, они всегда работают на компенсацию вот этой заниженной самооценки, то есть я сама не чувствую себя привлекательной, умной, интересной, поэтому мне нужно, чтобы у меня было раз, два, три какие-то вещи, да, благодаря которым я буду чувствовать себя интересной, красивой, какой-то привлекательной в глазах других людей, но если внутри меня есть этот дефицит, ни одной вещи я никогда этого не закрою. То есть да, я на секунду могу почувствовать себя более привлекательной, но я все равно вернусь в это состояние, потому что оно внутри меня, и я с ним ничего не делала. Вот. Либо это еще бывает, знаете, как компенсация такой ситуации, когда, допустим, в своей жизни реальной я не могу, допустим,
а, отказать какому-то человеку, дать отпор, дать какую-то конструктивную обратную связь, потому что мне что-то не нравится, и копится во мне вот это вот ощущение, да, что я не могу здесь что-то сделать, так пойду хотя бы для себя выберу, там, не знаю, какую-то красивую чашку, например, да, там, посуду, вот буду есть из красивой посуды, а в жизни на самом деле не смогу выбрать для себя какую-то конструктивную стратегию, какой-то сценарий проживания какой-то ситуации и пойти вот в какую-то даже агрессию, я бы сказала, да, но иногда эта агрессия вполне себе конструктивная. Давайте поговорим о том, почему происходит, да, окей, мы разобрались, как это может выглядеть, теперь почему происходит, ну, как я уже, да, это продолжение, опять же, того, что я говорила, отсутствие самоподдержки, то есть я внутренне не умею себя поддержать, поработать с тем, что да, сейчас вот у меня там самооценка, что-то я начинаю себя недооценивать, синдром самозванца у меня включается, и я не иду в то, чтобы с этим поработать, да, подумать, окей, а что мне нужно для уверенности в себе, что конкретно я могу делать для того, чтобы чувствовать внутри себя вот эту опору, что я справлюсь, что я смогу вывести любую ситуацию. И просто если этого не делать, да, как это выглядит, мы начинаем рисовать картинку, то есть я внутренне не доверяю себе, что я сама справлюсь там с задачей, например, покупки красивого автомобиля, допустим, или с тем, что я могу сама там себе обеспечить красивый гардероб, допустим, и вместо того, чтобы реально это делать самостоятельно, накопить и купить, я просто иду в такую стратегию, нарисовать такую картинку, то есть я покупаю машину в кредит, открываю себе кредитную карту, покупаю вещи, которыми я смогу, да, навести вот этот лоск, но все это очень такие, знаете, елочные игрушки, за которыми ничего реального не стоит. Тоже сейчас еще поговорим, как это происходит. То есть мы компенсируем каким-то внешним вот этим фактором внутреннюю вот эту пустоту, что внутри меня нет вот этой внутренней опоры, нет чувства уверенности, поэтому я вот его беру из какого-то внешнего контекста. И кредит здесь, он выступает, как, вы знаете, такая фигура прям опоры, на которую я могу прям вот опереться внутренне, потому что у меня в жизни нет вот этого чувства, и банк или там кредитор мой, он выступает как родитель, прям фигура вот такая мамы, папы, который придет из-за меня решить любую ситуацию, он справится, потому что он взрослый. Ну и банк, соответственно, ну да, я там распишусь под каким-то документом, но по сути все, вот моя проблема решена. Очень быстро, не больно, в моменте это будет казаться, да, но банк как родитель просто решит эту ситуацию, с которой я, соответственно, столкнулась. Как проявляется... Ой, один слайд я, похоже, забыла. Да, как проявляется еще зависимость... точно, от покупок как способ управления ситуацией. Кстати, это важно. Вот смотрите, еще мы можем часами, да, там, просиживать на маркетплейсах, ничего при этом, может быть, не покупая или покупая. Здесь как бы этот момент уже не влияет. Опять же, да, вот когда мы сравниваем разные там характеристики, затем мы можем это приобретать дома, да, там какой-то, не знаю, наводить уют благодаря этим вещам, но, значит, почему это психологически происходит? Потому что это не про покупку, а про процесс выбора. А зачем мне много чего-то выбирать? Во-первых, долго, во-вторых, много чего там разных, да, каких-то позиций, потому что это дает чувство управления своей реальностью. То есть я как бы управляю, да, вот этим процессом, я выбираю, мне это нравится, это не нравится, мне нужно это, а не вот это, потому что вот то или так. А зачем мне вот внутри вот этого шопинга, то есть там просто внутри шопинга, внутри этого процесса очень легко дать себе вот это ощущение, что я выбираю и по разным критериям, еще отзывов кучу там прочитаю, потому что таким образом я управляю своей реальностью, потому что в реальности я ею не управляю. То есть, например, у меня не получается выстраивать такие отношения, которые я хочу, у меня не получается там карьерные, например, какие-то моменты, да, я хочу там зарабатывать больше, но у меня там стопорится дело в том-то, там, третьем, десятом. Я, допустим, работаю на нелюбимой работе и продолжаю на ней оставаться, но, соответственно, там не хожу на собеседование, потому что это дискомфортно, извините, да, рассказывать про себя, продавать, по сути, себя, вот, и поэтому я просто ухожу туда, где я могу чем-то управлять, потому что есть внутри меня потребность чувствовать, что все-таки чем-то в своей жизни я, соответственно, управляю.
И еще один слайд забыла. Ну вот видите, как интересно, да, получается. Да, кстати, тоже вот этот интересный момент, что, ну пусть будет, пригодится. То есть вот этот синдром ФОМО, вдруг потом не будет, да, страх от потерянной возможности. То есть вдруг там сейчас акция, а потом будет дороже, надо взять 2, потом 3 там достанется в подарок. И как бы мы таким образом еще и можем приобрести то, что нам вообще изначально было не нужно. То есть что вот этот вот страх, да, не докупить, не успеть что-то приобрести, он на самом деле под собой прячет недоверие к себе, к тому, что я, опять же, да, отсутствие вот этой внутренней опоры, что я справлюсь с любой проблемой, что мне хватит, да, там, это, допустим, покупка мне может пригодиться через 2 месяца, через год, например, но почему я стремлюсь ее купить побыстрее сейчас, потому что я буду думать, что, ну, не буду думать, а я сейчас думаю, что, а потом я вообще не понимаю, что будет происходить, а вдруг у меня не будет денег, а вдруг я не смогу заработать, а вдруг еще что-то случится, поэтому лучше я сейчас куплю, пусть будет. Окей. Первое, да, почему происходит, мы уже с вами проговорили, это отсутствие, еще раз, внутренней вот этой поддержки, стремление нарисовать вот эту картинку вокруг себя для того, чтобы я как бы чувствовала свою самооценку, что у меня все хорошо, вот, выглядит как бы нормально. Но это только на время, естественно, происходит, потому что спустя время я все равно продолжаю чувствовать, что у меня самооценка мне говорит, с твоей жизнью все равно что-то не так, ты недостаточно красивая, ты недостаточно умная, твой дом недостаточно такой, как хотелось бы, твой бизнес недостаточно такой, нужно еще взять кредит на развитие и так далее. Вторая причина – эмоциональное избегание. Вот досмотрите до конца, потому что сегодня в конце я еще дам вам инструмент для того, чтобы это исправлять, а это прям самая частая на самом деле причина, почему люди уходят, да, в эту закредитованность и в импульсивные постоянные покупки, потому что мы избегаем эмоций, то есть наши вот маркетплейсы, приложения, они выступают здесь, как я уже говорила, да, это просто вот такая дверь сбежать от вот этих чувств, от одиночества, от того, что я устала, от того, что я тревожусь за что-то, от того, что я с кем-то поругалась и сейчас чувствую раздражение. И то есть нет у меня сейчас ресурса проживать, во-первых, да, вот это чувство, решать проблему, на это нужно очень много сил. И зато есть очень быстрый способ получения вот этого легкого дофамина в этих приложениях, да, где я управляю своей реальностью, могу что-то выбирать, вот, и это так приятно, еще и как форма любви к себе, то есть, естественно, проблема, она очень часто именно такая комплексная, и она может состоять из вот этих вот разных пазлов, и еще, кстати, вот почему, да, опять же, импульсивные покупки называются-то импульсивными. Вот представьте, у нас есть, вот как бы мы живем свой день, там идем на работу, с кем-то общаемся, решаем какие-то вопросы наших детей, организуем какие-то процессы, и у нас вот как бы начинает вот копиться какое-то напряжение внутри. Чем дальше как бы к вечеру, тем его больше и больше все становится этого напряжения, и в какой-то момент вот мы приходим домой, нам хочется отдохнуть, и вот этого напряжения, ну вот так много, его хочется просто быстро прям скинуть. Вот как можно скорее. И вот этот сброс импульса, вот этого вот напряжения, он очень быстро может происходить через шопинг, потому что это делается быстро. Сейчас даже не надо в магазин, выходить. Вот как помните, вот моей маме, например, да, когда она была в моем возрасте, ей надо было, извините, там выйти, на автобусе проехать еще до какой-то остановки, и вот тогда она только попадала в универмаг, вот, и могла там что-то походить, повыбирать, и то мало там чего было на самом деле, да, но тем не менее. Представляете, сколько времени необходимо было. А сейчас что нам нужно? Просто дотянуться рукой до айфона, что-то там повыбирать, и в зависимости от того города, в котором вы живете, может быть, уже сегодня, да, возле вашего подъезда в пункте доставки там Wildberries, Озон или чего-то еще, вы уже успеете забрать, соответственно, эту вещь для себя. Вот, и, соответственно, вот у вас накопилось вот это напряжение, вы его быстрым вот этим импульсом сбросили с себя, легко решили, вроде как еще что-то приятное для себя сделали, и как бы все, окей, проблема решена. Вот, и таким образом, соответственно, мы избегаем эмоций, вот этих, которые мы проживаем, негативные, да, для себя, одиночество, усталость и тревогу. Следующая причина, почему это происходит, это
потребность в стабильности и рутинности. Нашей психике очень дискомфортно находиться в таком, знаете, постоянном состоянии, что все меняется. Вот несмотря на то, что кто-то, например, может говорить, я живу вне сурка, и я устала, мне хочется каких-то перемен, чего-то нового, это возможно, если у вас очень много уже всего, знаете, вот рутинного и постоянного. Действительно, нам важно, чтобы и как бы было рутинное, и нужно, чтобы, если честно, его было больше. И какая-то часть, чтобы постоянно менялась, чтобы был вот этот интерес к жизни, яркость жизни. И когда ее не хватает, вот этой вот постоянства и стабильности, ее очень легко найти в кредитах. Потому что как устроен кредит, да, когда мы подписываем документы, там же вообще все четко подписано. Куда переводить деньги, по каким реквизитам, по каким дням, сколько там будет основного долга, сколько там будет процентов. Вот вам, пожалуйста, график вообще на 30 лет вперед. Все, и ты как бы на 30 лет вперед, ты такой, понял, у меня каждый там 15 число, я буду по вот этим реквизитам оплачивать вот эти деньги. Соответственно, все это дальше структурирует всю оставшуюся часть вашей жизни под этот график. Вы понимаете, ага, какая мне теперь нужна работа, да, для того, чтобы обеспечивать вот эти вот все платежи. Окей, как бы мы на этом уровне устоялись, но мне хочется что-то еще, соответственно, еще куплю себе там машину, например, в кредит, еще добавит определенности в моей жизни, то есть меньше самостоятельности, больше вот этого, знаете, мне очень нравится фраза, что кредит — это цель, поставленная за вас, за меня, если я взяла, да, это как бы чужая, по сути, цель, которую поставили мне, то есть банк поставил за меня эту цель. Не я ее сама определила, не я хочу себе купить квартиру, и я теперь коплю на нее, а я переложила вот эту ответственность на банк, вот он за меня, пожалуйста, все мне и цель поставил, да, вот, пожалуйста, этот дом, декомпозировал ее на уровень там мелких каких-то действий, как я буду это делать, все по графику мне расписал, супер, начинаем действовать, начинаем это все оплачивать. Вот, и теперь как бы вся жизнь, она как бы и подтягивается вот под этот график платежей. То есть не я пишу, да, вот этот сценарий сама, а за меня пишут мои кредиторы. Следующая причина, безусловно, инфантилизм и перенос ответственности. То есть я не живу удовлетворением потребностей своих, а желаниями. Как ребенок, да, вот я там падаю на пол и начинаю кричать, я хочу это, хочу другое, хочу третье, и прямо сейчас, вот прям, я не хочу завтра, я хочу сегодня, вот, и чем вот здесь, как бы, да, еще хочется проговорить, потребность отличается от желания. Я своим детям просто это то же самое рассказываю, поделюсь вам, потому что очень легко понять. Потребность, когда нами удовлетворяется, например, что может являться потребностью, да, в туалет захотел пописать. Ты когда пошел в туалет, сделал там все свои дела, и тебе больше этого не хочется. То есть, когда потребность удовлетворяется, она заканчивается. Или, например, я захотела попить. Я захотела попить, попила, чувствую, что не напилась, еще надо. Еще один стакан себе воды наливаю. Еще попила, реально напилась. Больше не хочу воды. Проходит потом время, да, эта потребность может возникнуть у меня снова, но опять же, да, я ее могу удовлетворить, как бы там завершается цикл вот этот. А желание, например, чем отличается? Тем, что оно не заканчивается, а только наоборот становится еще больше. И детям я это очень легко показываю на примерах компьютерных игр, просмотра телевизора, мультиков. Когда они садятся смотреть, вот я не знаю, может у кого-то, конечно, и по-другому, но вот у моих детей работает так, и у моих знакомых тоже это работает так. Если дети, с ними договариваешься, да, давайте, окей, вы посмотрите мультики, но это будет там, например, полчаса. Что они говорят через полчаса? Нет, я не досмотрела, я хочу еще, и так далее, и так далее. Там ставишь им таймеры, например, говоришь, окей, поставьте сами себе таймер на полчаса, через полчаса выключите. Что происходит через полчаса? Они приходят и говорят, ну, мам, ну, пожалуйста, ну, можно еще. И я им говорю, вот видите, это ваше желание, оно разрастается. То есть, когда вы начинаете удовлетворять свое желание, оно не просто как бы, дети так говорят мне об этом как о потребности, что типа мы посмотрим и все. А на самом деле тебе захочется еще больше его удовлетворять, и оно будет только разрастаться. И вот инфантилизм, перенос ответственности в данном случае, это вот как раз-таки, что я вроде как купила себе там одно платье, но я захочу еще, и у меня же получилось купить его на кредитную карту, ничего страшного не произошло,
и еще раз куплю. Вот, и вот это неумение откладывать на потом, неумение выстраивать вот эти причинно-следственные связи, да, отсутствие вот этого понимания, что все, что я делаю сегодня, оно как-то мне откликнется там и спустя 5 лет, 10 лет, возможно, да, я буду платить эти все кредиты, и что если я сейчас купила это платье, через год, да какой через год, через месяц оно меня уже радовать перестанет, а платить за него еще нужно будет, соответственно. Вот, и непонимание этого в моменте, это все инфантилизм, это отсутствие вот этой взрослой позиции, что ты можешь себе сказать, окей, я могу себе накопить это и купить, когда я это накоплю, когда я заработаю на это, а детское купить любой ценой прямо сейчас, вообще любыми способами, неважно, мне это надо. Следующая причина – страх бедности. Это вот особенно у тех, кто рос в 90-е, в дефиците. Оно, знаете, вот куплю на всякий случай, вдруг потом, опять же, да, пригодится, вдруг я потом не смогу, страх мы тут уже разбирали, что за ним кроется недоверие в себе, но здесь есть еще другой такой оттенок того, что вещи ценнее денег, и многие, вот тоже у меня там клиенты, ученики сталкиваются с такой ситуацией, они говорят, у меня появляются деньги, но я не хочу ими владеть, я хочу их побыстрее потратить, чтобы вот у меня их не стало, и мне тогда будет спокойнее. Вот эти вещи, они для меня важнее их иметь, просто потому что вот это была нехватка. То есть это все, безусловно, компенсация вот этих вот детских тревог, детских травм, которые мы там проживали, может быть, причем иногда так бывает, что с ребенком-то все было в порядке, а просто рядом родители что-то не доедали, не докупали себе, обсуждали это, ребенок это все, безусловно, там для себя записал. Вот, но сами-то покупки, они на самом деле не проблема, ну, то есть в самой покупке нет проблем, но и очень часто все равно как бы нет проблем, потому что люди, реально есть ситуации, когда люди покрывают, да, все свои расходы своими доходами, то есть много тратят, но при этом и много зарабатывают, им хватает. Теперь давайте все-таки посмотрим на то, когда это реально проблема. То есть, когда мы влезаем в долги только ради вот этого ощущения, что с нами на самом деле все в порядке. Очень часто сейчас вот это вот прям, мне кажется, современный бич, когда скупают люди различные инфопродукты в рассрочку, надеясь, что они уйдут с нелюбимой работы, и у них вот эти вот рассрочки, знаете, пачками просто. Кто-то уже идет даже в банкротство, реально вот такие есть кейсы, просто потому что вот они напокупали каких-то инфокурсов. И это, опять же, да, желание вот оставаться на плаву, что как бы сейчас все что-то там учатся, все что-то делают, и со мной все в порядке, я тоже буду это делать, со мной все... Я хочу, чтобы как бы чувствовать себя, что со мной все окей. Вот, но по сути, как бы здесь важно понимать, что если вы берете рассрочку на то, от чего могли бы отказаться, это не норма. Если вы оформляете кредитку, чтобы порадовать там своего ребенка на праздник, это не норма. Если вы закрываете один долг, ну, берете кредит на то, чтобы перекрыть остальные какие-то свои кредиты, потому что стыдно становится там перед партнером или перед самой собой, например, что я вообще не вывожу, у меня столько кредитов, и мне приходится брать кредиты, чтобы закрывать кредиты. Это не норма. Вот важно это прям себе сказать. И как итог, естественно, живем только вот одним сегодняшним днем, в постоянном вот этом ощущении долга перед самой собой. Хотя вроде бы, да, там кто-то уже и обещал себе, что я больше брать не буду, но как бы все это продолжается вот как снежный ком, накапливая все больше и больше процентов, которые вы оплачиваете своим кредиторам. А радости причем от того, что вы думали, да, что вы там себе что-то приобретете сейчас, и все, моя жизнь по-другому заиграет какими-то красками, естественно, этого нет. Вот. Дайте знать, кому знакомы подобные чувства в комментариях, давайте друг друга поддержим. Что делать? Давайте теперь поговорим, окей, как бы разобрали. Сейчас еще дам в конце вам инструкции, тоже классное упражнение. Еще немножко осталось, потерпите. Во-первых, признать зависимость. То есть это, вы знаете, как с любой другой зависимостью, важно ее признать. У нас, да, какие бывают еще зависимости, формы, там огромное, конечно, их количество, от алкоголизма, от сахара, от курения, от соцсетей, вот в данном случае от кредитов. И причем очень часто зависимость, она не бывает одна.
То есть если как бы у меня есть, например, какая-то форма зависимости, она просто, знаете, иногда может перетекать из одной в другую, и там, где есть, например, условно зависимость от алкоголя, скорее всего, есть и зависимость от партнера, например, там, или зависимость от соцсетей, от компьютерных игр, от порно, тоже это прям огромное количество людей сейчас в мире зависимых от порно. И что на данном этапе важно сказать себе, да, что когда я признаю, но важно это формулировать тоже не так, что вот я такая слабая, а важно об этом говорить, что у меня есть вот такой механизм компенсации, вот, и я хочу, чтобы он больше не работал, например. То есть как бы отделять себя и отделять вот этот механизм, что мы можем сосуществовать раздельно. Да, он у меня есть, но я могу им пользоваться, например, чем-то другим. Отслеживать триггеры. Вот на этом как раз будет построено упражнение, которым я сегодня с вами поделюсь. То есть, что это значит? Что именно запускает вот это желание покупать? Какие моменты? То есть это я начала делать от скуки, от того, что я чувствую себя одиноко, либо от того, что я там где-то тревожилась за что-то, и все, я ухожу, да, вот эту тревожность погасить, что я управляю своей реальностью. Или зависть, например, да, какая-то, я посмотрела сторис там у подружки, допустим, увидела, как она там себе новые, там, не знаю, колечки купила, сережки, и мне тоже хочется, или я просто устала в этот момент. То есть что было чуть-чуть до вот этого момента, когда я вспомнила, что вот надо бы открыть мне вот это приложение, полистать, посмотреть, и вот понаблюдать за тем, что спровоцировало вообще вот этот шопинг. Третье, заменять ритуалы. То есть вместо того, чтобы отвлечься покупкой, идите на прогулку вокруг дома, просто вот попробуйте натопать шаги, попробуйте поприменять дыхательные какие-то механики. Давайте оставлю здесь вот в описании под этим видео, у меня есть другое мое видео, где я описываю, как это можно делать, обязательно посмотрите, там, где про управление стрессом, по-моему, если я правильно говорю. Если можете помедитировать, помедитируйте, это тоже может очень хорошо, по крайней мере, успокоить, да, и более рационально принять решение, надо ли мне там что-то покупать. Ведение дневника тоже очень классный инструмент в подобных случаях. Вместо того, чтобы поощрить себя какой-то покупочкой, да, попробуйте прям себе расписать, как я могу это делать более экологично для себя. Там, например, устроить себе вечер без телефона, купить для себя время, не для просмотра других людей, контента чужого или чужих товаров, например, а для себя любимое, что реально я могу сделать без привлечения денег. Можете прям, знаете, вот список составить себе 20 способов, как я могу поощрить себя за что-то без привлечения денег. Принять ванну, да, там, например, со свечами. Нет у вас свечей, окей, принимайте без свечей. Теплая вода наверняка у вас есть. Та же самая прогулка, да, возможно, выехать куда-то на природу, полюбоваться, посидеть, просто подышать без телефона. Может быть, послушать музыку, погулять, да, с ней. Вот, вместо того, чтобы залазить в очередной раз в кредитку, поспрашивать себя, я сейчас покупаю для чего, чтобы вот чувствовать себя живой, что со мной вроде как все в порядке, или потому что мне реально это нужно, не потому что вот опять же, да, хочется, что желание вот это разрастается, а потому что это реальная моя потребность. Вот, и переориентировать вот этот азарт, покупать на какие-то другие сферы, то есть подумать, вспоминать, а какие у вас были хобби, чтобы не покупать желательно, да, что-то новое, то, что у вас уже есть, достать, позаниматься этим, позаниматься спортом, поприседать, чтобы точно ничего не надо, поработать, опять же, да, кому-то, позаниматься какими-то другими видами творчества. Работа с установками. Это вот, кстати, то, что я делаю в том числе со своими клиентами, когда мы работаем над сокращением долгов, я обязательно даю урок по денежному мышлению, именно с научной точки зрения даю исследования, которые показывают, что это вообще такое денежное мышление, как оно работает, как его можно поправлять. И спойлер, сейчас тоже про это буду еще говорить, только через новый опыт мы можем развивать реально свое финансовое мышление. Никакими волшебными проработками, сессиями, к сожалению, хотелось бы сказать, что это работает, но это не работает. Нужен новый опыт, нужны новые действия. Вот, и работать с этими установками, проговаривать их себе, да, что я достойна лучшего, даже если я ничего себе не покупаю. Без новой вещи я не становлюсь хуже, а могу стать и лучше.
без новой вещи. Моя ценность не в шмотках и не в вещах. И это важно вот просто вживлять себе, вот прям на подкорку, повторять себе, может быть, писать об этом, да, вот прям я сейчас перечислила, вот попробуйте их там переписать под ваш формат, во-первых, да, потому что у вас это может как-то проигрываться по-другому в голове, и, соответственно, повторять как мантру. Соответственно, поищите форму расслабления. Помните, да, я говорила про вот это вот напряжение, которое растет на протяжении каждого дня. И вот чтобы его сбросить покупками, попробуйте подумать именно, как вы можете расслабляться по-другому. Опять же, посмотреть на природу, посидеть просто на лавочке в парке. Ну, это лучше, поверьте, более экологично вас расслабит, чем шопинг в каких-то маркетплейсах. Вот, и принять, опять же, ту же самую ванну, подышать, но именно вот сфокусироваться на том, чтобы расслаблять себя, а не напрягать еще больше. Идти в психотерапию, находить себе хорошего психотерапевта, возможно, по рекомендациям ваших друзей. Я не психотерапевт, здесь не могу пригласить к себе на какой-то работу в данном случае, но если понимаете, что для вас это прям серьезно, то обязательно идите, это будет помогать. Единственное, что хочу еще проговорить, да, здесь, не ходите в психотерапию в долг, не оплачивайте сессии с психотерапевтом кредитной картой, потому что таким образом, опять же, это работает как перенос ответственности на психотерапевта, что вот он мне сейчас расскажет, он меня исправит, а на самом деле это ваша внутренняя работа по устранению вот этих психологических пустот, вот этой компенсации, в которой вы постоянно находитесь, вот этих нереализованных чувств, и психотерапевт это за вас не сделает. Да, он может вам сказать, что как бы подсветить как фонариком, да, и показать, вот надо работать с вот этим, но работать нужно вам. Вот, поэтому, а когда мы оплачиваем все в кредит, у нас вот мы как бы перекладываем ответственность, и у нас сразу же в разы вырастает вот это ожидание от работы его, хочется быстрого результата, а точно мы успеем за 8 сессий, а сколько нам понадобится работать, да, то есть на эти вопросы у психотерапевта абсолютно точно нет ответов, потому что здесь результат зависит от вас, ответственность на вас в этом моменте. Вот, что и дальше? На уровне конкретных действий, да, как я уже сказала, то есть одно дело работать, прорабатывать свое мышление различными сессиями, какими-то ментальными действиями, но очень важно переносить все в реальность, действовать как-то по-другому. И я с огромным удовольствием тех, у кого много кредитов, приглашаю вас в свой клуб по сокращению долгов и кредитов. Быстро расскажу, как он работает. Мы работаем до 4 месяцев по системе подписок. Так, там немножко спрятались вот здесь буквы, подписки там написано. Что это значит? За первый месяц я даю все инструменты для действия, для составления плана, для того, чтобы определить свою стратегию, как вы будете через это проходить. И оставшиеся 3 месяца вы можете поддерживать эту подписку. Я точно так же выпускаю уроки, но такие уже, знаете, не обязательные, именно про работу мышления больше. И также в рамках вот первого месяца, да, мы разрабатываем именно вашу пошаговую структуру выхода из долгов. У меня есть определенная система заданий, которые я выдаю своим участникам. Провожу личные разборы. Что это значит? Вы предоставляете мне свои домашки, и я в открытом пространстве провожу прямые эфиры и рассказываю, подсвечиваю какие-то абсолютно неочевидные для вас вещи. Они часто являются простыми, и многие люди после них говорят: да как я вообще этого не увидела, как я вообще не догадалась, что на самом деле вот это еще можно было сделать. А иногда вообще неочевидные вещи подсвечиваю, то есть смотрю именно индивидуально на ваш кейс и даю эти разборы. Это дает реальное развитие финансового мышления, потому что я вам даю действия, и через эти действия вы формируете вот этот новый свой майндсет и новый нарратив. По-другому начинаете смотреть на деньги, на собственные действия, на то, как вы принимаете решения о том, чтобы действовать или бездействовать в тех или иных случаях. Вот. И отдельно хочется проговорить про поддерживающую среду, потому что очень часто, когда, например, мы говорим, да, со своими знакомыми, что вот я хочу там
не знаю, поменять, выйти быстрее из кредитов. Кто-то может начать, ну нафиг тебе это надо, все платят кредиты, и ты плати, нормально, чё. Или наоборот, ты не можешь сказать своему окружению о том, что у тебя много кредитов, потому что понимаешь, что столкнешься с осуждением от этого, и не с кем поделиться. У нас там выстраивается абсолютно доверительное такое пространство, где даже если вы оступились и что-то сделали не так, никто вас абсолютно точно за это не осудит. Наоборот, мы подумаем, как вас поддержать, что можно еще сделать для того, чтобы как-то нивелировать, соответственно, действие этого фактора. Ну и я заканчиваю свою презентацию и проговариваю, что я подготовила для вас еще дополнительное упражнение по отслеживанию своих эмоций и по отслеживанию триггеров, которые я сегодня говорила, как это все взаимосвязано, как это влияет. И я прям расписала инструкцию очень подробную для того, чтобы вам было проще их отслеживать. Даю карту чувств и эмоций, чтобы вам было проще определить, а что же я на самом деле сейчас чувствую, потому что у многих людей с этим тоже бывают сложности. Скачать это упражнение вы можете в моем телеграм-канале, ссылку прям на само сообщение искать в телеграм-канале не нужно будет, просто нажмите на ссылку в описании к этому видео, и вы прям сразу попадете на сообщение с этой инструкцией, как, соответственно, это упражнение выполнять. Я очень желаю всем, кто смотрит это видео, побыстрее избавиться от кредитов, потому что жизнь без них более спокойная, более гармоничная. Я это абсолютно точно знаю, потому что в моей семье мы столкнулись с колоссально огромными кредитами, и в самый сложный момент семья из 4 людей, мы жили на 10 тысяч рублей, это было 6 лет назад. Вот у нас, давайте я в описании просто приложу видео, как все было, как мы стали обманутыми дольщиками, потеряли все деньги, как потом выбирались из этого состояния. Буквально за 3 года мы закрыли 2 ипотеки, хотя раньше я никогда не была человеком, который думал о том, что может хотя бы одну ипотеку досрочно как-то закрыть, не то чтобы там за 3 года, а вообще, я думала, всю жизнь буду платить вот свои вот эти ежемесячные платежи, и вот это моя судьба, вот, но нам это удалось сделать за 3 года, и при этом у нас никто там не стал каким-то супер предпринимателем, у меня муж до сих пор работает в найме, вот, у меня очень маленький блок, он мне точно еще пока не приносит столько денег, чтобы я ипотеки вот так вот закрывала, вот, и, соответственно, это, что помогло нам, это правила финансовой грамотности, принципы, тот факт, что мы начали накапливать деньги и много чего. В общем, подписывайтесь на мой канал, здесь вы найдете огромное количество нашего прожитого опыта, тех подходов, которые мы использовали, и это абсолютно точно и вам даст много пользы. Все, я всем посылаю свои сердечки, вот так, вот так. Желаю побыстрее избавляться от кредитов, приходите в мой клуб, со мной вам это будет сделать гораздо-гораздо легче. Пока-пока.